Сколько лет прошло, все о том же. Гудят провода, все того же ждут самолеты. Девочка с глазами из самого синего льда тает под огнем пулемета. Должен же растаять хоть кто-то. Скоро рассвет. Ну что, ребята, всем привет! Всем привет, всем здрасте! Давно не виделись. Не виделись мы давно на аукционе. Друзья, мы были очень давно на аукционе. Из-за ремонта, из-за затяжных всех вот этих вот моментов на аукционе я был очень-очень давно. Особенно на том, на котором мы сейчас приехали. Усаживайтесь поудобнее, будет интересно. И с бородатым посмотрим сегодня обзор аукциона Манхейма, Аккой Орландо, на котором ну просто дохренище интересных машин, которых можно посмотреть. Поехали! Итак, ребят, у нас здесь первая машинка будет, это Cadillac. Cadillac 22 модельного года, значит, 31 тысячу проехал. Это, по-моему, даже удлиненная база, если я не ошибаюсь. Премиум люкс, 71 ММР. Эдмор, 600-ка? Да, 600-ка. В общем, хотел посмотреть, потому что вот поездил на Форду и как бы прикинул, а если, допустим, Escalade. Допустим, Escalade. Оп, сарай. Сарай. Ну да. Ну вот садишься в тачку. Ну нет ощущения уюта. То вот как-то как будто в автобусе. Да, здесь прикольно. Здесь прикольно. Толстый руль. В принципе, вот эта вот часть у них красивая. Здесь вот Cadillac лейблик. Красиво. Поприятнее, поприкольнее, чем у Форда, однозначно. Но, тем не менее, все равно, не знаю. Да, он будет тоже мягкий. Но вот какое-то ощущение нет комфорта. Не знаю, не комфорта, уюта. Вот мне больше парит, типа, нет уюта. Не знаю, как это объяснить, но вот, когда машина более уютная, она вот уютная. А когда она вот сильно огромная, как бы уюта, ну, ощущение не очень. Здесь дешевый, в принципе, пластик. Побольше, конечно, чем у Форда вот этих вот мякушечек всего. Ну и 70 тысяч, если Форд у нас с таким же пробегом на 200 миль был меньше, он стоит 40, так это стоит 70. Но выглядит, ух, такая добротная, конечно. А ну, поехал. Ну да, конечно, этот еще, по-моему, мне кажется, тяжелее. Камера хорошая. Не то, что у Форда просто фуфлыжная полнейшая. 360. Не, ну здесь поприкольней, поинтересней. Короче, такой вот 71 тысячу получается. Ну, неплохой сарай, неплохой. 3 ряда сидений. Посредине, как у автобуса, конечно. Ну, так, ну, стоит задуматься. Так, а как открыть тебя капотик? Ага, багажник. Чек. Подожди, это здесь стекло. Ладно. Ну, багажник такой. Много не положишь, но положить можно. Типа, ладно. Ничего себе спрятан дворник, посмотрите. То есть, получается стекло. А, вот так вот. Ни хрена себе. Кадик на стиле, если брать какой-то черный, он-то и выглядит поинтереснее. Но мы еще Тахо посмотрим. Тахо тоже вот вообще, в принципе, интересная машина. Но мы сейчас идем совсем к другой машине. Мы идем к любителям BMW. Ну, ребят, а к слову перепродажи, кому хочется подзаработать, либо дополнительный заработок, ну, короче, кто как хочет, так и называет, зарабатывать на машинах, пожалуйста, обращайтесь, расскажу, покажу, что к чему и как это работает. Мы дилеры и предлагаем партнерство с нами для перепродажи машин. Вы можете от нашего лица заниматься вместе с нами, как инвестор, покупать и продавать машины. Хороший доп. Заработок может быть как основной, так и постоянный, поэтому кому интересно, кто хочет заниматься тачками в США, вы только приехали, не знаете куда ринуться, не обязательно движевать на трак. Трак — это самое последнее дело, в которое можно идти, тем более сегодня, когда там денег нет совсем. Поэтому, ребят, если вам интересно, хотите заниматься машинами, перепродажами с аукционов, как битых, так и целых, пожалуйста, обращайтесь, пишите в Телеграм, в личку, там внизу будет ссылочка. Также есть группа в Телеграме, где у нас уже более 3000 человек, кто с нами работает, и не только.
Кто сможет помочь советами, тем не менее, каким-то, не знаю, поделиться опытом, как, что, кого, куда, кто чем занимается. Поэтому, ребята, пишите в личку, скину условия, как что работает, и можете вместе с нами заниматься перепродажей машин в США. Ну а мы едем дальше смотреть другие машины. Погнали! Так, ребята, у нас здесь BMW X7. X7 BMW, значит, стоит, видно уже по наклейке, не первой свежести. 22 год, у нее 55. У нее 55, тоже семиместная. ММРчик. Так. Ну и садимся, соответственно, в европейца. Ну и все, и понеслась. Удобные, мягкие сиденья. Ой. Ну куда тому Кадиллаку, а? Ну вот куда? Да. Вот здесь все обтянуто, нету вообще пластика. Ну да, вот это вот поплывет, скорее всего, вот это вот кусочек этот пластмассовый, он где-то слезет, вот это все вот и история. Это X7 Individual. Какие мягкие сиденья. Я так полагаю, у нас есть массаж. А ну. Ничего не чувствую. Но что-то должно быть. Кондей. А, вот эта вот история работает. Работает. По кайфу. Это у нас тут потолок Sky Lounge, типа, я так полагаю, с вот этими точечками или нет, не совсем. Но 55 тысяч за это. Я таки не понял, что вот это. Совсем не понял. Ну, должен быть вроде же массаж. Короче, ладно, с этим разбираться некогда. 55 тысяч, семиместная машина, очень комфортно внутри. Вот здесь ты чувствуешь уют. Мне здесь больше нравится, например, чем у Кадиллака. Я уже вот сел и понимаю, что я уже не хочу Кадиллак. Хрусталь. Хрусталь, мана. Красиво. Оп, здесь есть охлаждайка и подогрев подстаканников. То есть сюда кидаешь свое любимое кофе там или чаюху, и она у тебя постоянно либо теплая, либо холодная, в зависимости, что тебе надо. Вот это у Бэхи вообще огонь, просто функция просто космическая. И не знаю почему этой функции ну, я больше ни у кого не видел, кроме BMW. Напомните, ребят, если кто в курсе, напомните, у кого еще такие вещи есть, потому что вот сейчас смотрю машину, вот надо что-то выбрать. Друзья, еще у BMW X7 версии есть версия Alpina. Жаль, у нас на аукционе ее нет. Она стоит, конечно, в 2 раза дороже, чем эта, например. Там, если 24-го года, то где-то 130 тысяч можно после лизовую машину взять. Но там просто пушечный салон вообще выглядит снаружи, она тоже охрененно. И в принципе, как вариант, я бы тоже такую тачку рассмотрел бы. Плюс она еще и рулится и едет, и еще и стреляет. Ну, короче, то есть прям вот ребята из Alpine нормально зарядили X7. Но мы идем смотреть дальше. Интересные тачки я вам еще покажу. Народ, а у нас здесь электронная дичь Rivian. Rivian 22 модельного года, получается 6000 пробега. Это то зло, которое чуть-чуть попозже будет наносить экологии больше вреда, чем кто-либо. Но пока не конкретно Rivian, а вообще все электронные машины. Но пока в уши всем заливают, что это то, что надо брать сегодня, потому что это классно. Но, увы, очень жаль, но это далеко не так. Но, тем не менее, ключ обрезали. Интересно, где он делся. Ну так, сел. Типа... Пластмасс. 100 штук стоил Rivian, когда только вышел. Сзади экран. Ну, типа вот сзади так сильно не разложишься. Ну, типа, я думаю, что неплохо. Есть панорама, затемненная, кстати, панорама. То есть солнце прям не пробивает. Это плюс. Ну, простенькая машина вообще, до безумия простенькая. Ничего нет внутри. Ну, типа, прям такой минимализм. Даже кнопок, ничего. Единственное, наверное, только что прикольный цвет, и диски прям запихнули, прям, ну вот, вообще запихнули по этим. Так, и сколько у нас? 62 тысячи. 62 тысячи, вот такой вот, типа, интересный автомобиль, Rivian. Здесь больше, мне кажется, маркетинга, чем реально практичности.
Пикап. Ну ладно. R1T. Не, ребят, электрички не мое, вообще не мое. Не нравится вообще никак. Но далеко убегать не будем. У нас здесь X5. X5. Но интересно посмотреть было X5M. Увы, X5M на аукционе сегодня нету, поэтому смотрю чисто X5 в М-пакете. Вот на М-дисках, кстати, диски очень прям, ну, мне нравятся. Прям красивая. Вживую смотрится намного круче, чем на этом. О, ну сиденья, конечно, мягенькие, с ломающимися спинками. Огонь. А что не заводишься? Что надо? А ну погоди. Что хочет? Hold vehicle key to steering column. Ага, окей. Ни хрена. Во. Нашел. Завел. Так. Стал выбор, короче, ребят. Стал выбор. Хочу поменять Range Rover. Хочу поменять Range Rover на что-то другое, более, ну, как для меня, скажем, интересное. Range Rover, как получается, ни нафига не... как это... Ну нет, короче, машина не имеет каких-то вот этих подруливаний, ассистентов, которые в движении тебе помогают. Вот этих всех мулечек нету. И самое вот, что парит, это вот реально мультимедиа. Когда брал, смотрел, даже академик говорил, что там типа вот все слушал, и я либо говорил, да, похрен, это не самое главное. Но спустя вот уже почти 3 года, блин, ну реально хочется нормальную мультимедиа, хочется нормальный CarPlay, когда ты сел, подключился, работает. В остальном классно, там компрессор валит, комфортный, прям, ну вот все классно. Но вот того чего, а вот мультимедиа и всяких ассистентов не хватает. Поэтому рассматриваю X5 только M, не обычную, а именно M-ку Competition. Но, не знаю, либо будем ждать Нового года и брать рестайл, либо ждем Нового года и берем до Рест. Ну, он падает еще в цене, и берем по нормальной цене. Вот, короче, пока так. Пока так и никак по-другому. Здесь, кстати, видите, нету подогрев. Ну, потому что комплектация, и плюс это обычная бэха никакая. Ну, то просто в М-пакете, и то не в полном. Harman Kardon здесь, не Bauer Wilkins, как там правильно? Блин, пока выговоришь, так зубы сломаешь. В общем, ну вот как-то так. Но так в целом, конечно, салончик прикольный, и плюс даже, что это М-пакет, сиденье красивое. Ну, то есть нравится. Но хочется этот красный с черным. Но оценил. Мне по кайфу. Сейчас глянем, как еще сзади. Очень важно. Опа. Ну, смотрите, в М-пакете даже вот эти вот вещи, накладочки тоже сделали. Ну, скажем так, сзади место, конечно, не фонтан. Это не Range Rover. Так она еще и 7-местная. Фига. Не, ну да, USB-шка. Вот это вот вообще непонятно зачем. Это крепление для экранов. Сюда, короче, можно опционально заказать экраны, когда покупаешь. Ну, как-то так. Что здесь есть? Подогрева сидений нет, есть только климат-контроль. Ну и все. Ну есть шторки. Нормально. Сколько стоит? Сейчас посмотрим. Где-то в районе, я думаю, 40 тысяч должна стоить. Значит, 45 тысяч проехала, 21 год. 39 700. Прям вот тух. А M5, X5M Competition стоит где-то порядка 85. Ну, в 2 раза, короче. В 2 раза. Сейчас есть машина, прям которая дешевеет, то, чтобы вы понимали, ты заводишь мотор, и она подешевела. Ты поехал, она подешевела. И вот дешевеет просто на глазах. Вот Kia Soul. Вот когда вам показывают Kia Soul, стреляйте в этого человека, я не знаю, тыкните в него палкой, я не знаю, что делать. Ни в коем случае не покупайте эту машину. Эта машина настолько не востребована, этих машин настолько куча в интернете, на аукционах. Эта машина просто, ну вот, чтобы вы понимали, 3200. Вот эта тачка
стоит 3200. Она 16 года, на ней 140 тысяч пробега. Но вся проблема это в моторе. Мотор здесь полный отстой. Это вот GDI киевский, это вот хюндаевский, вот этот GDI. Это вот полный шлак. Не вздумайте покупать. Это неоправданная машина, которая как-то не очень она идет на рынке. И вот это легендарное дерьмище, которое... Даже ухаживая за ним, у меня есть одна Kia с таким мотором 19 года. Она начала жрать масло. На ней 60 тысяч пробега, она начала просто неугомонно жрать масло. То есть, ну все, ее только дорога на Копорт. Поэтому ни в коем случае не покупайте Kia. Это полное убогое дерьмище, особенно Soul. Он не востребованный на рынке вообще совсем никак. Да, дилера продают, они здесь говно продадут кому хочешь. Но не покупайте. Это мой вам совет. Вот эта вот конкретная тачка стоит 3200. Но это уже 140 тысяч пробега. Если на ней будет, наверное, там пробега под 170, 180, если она до этого времени доживет, у нее цена полторашка будет. Реально полторашка. Но это трэш. Нельзя брать такие машины. Ребят, SL 500, конфетка, 74 тысячи пробега, 2005 год. Диски как будто вообще асфальта не видали. Ну, ухоженный и причем, что не крашеный. Прям в родном окрасе видно, что, скорее всего, было гаражное хранение у машины. Все черные молдинги, все это сохранилось прям в идеал. Видно, что полировался, но это явно не краска, ну, не крашеный, потому что видно, что все в родном окрасе. Местный колхоз, если бы покрасил, ты бы сразу бы увидел. Единственное, что вот эта вот часть непонятна, потому что отличается очень сильно краска и треснутая. Может быть, красили зеркала, а может быть, красили всю машину, зеркала не покрасили. Но тем не менее. Ребят, такую тачку, кабриолет SL 500 можно отгребсти за 7 тысяч долларов, прикиньте. Красавец, да? За 7 штук баксов, и ты все. Первый парень на селе. Он прям, ну, ухожен. Кожа, все целое. Единственное вот здесь. Но опять, за 70 тысяч с 2005 года, тачки 19 лет, вполне себе... 19 же, да? По-моему, да? Вполне себе нормальная сохранность. Кожа просто уже потрескалась от времени. Вот именно в этих местах. Но это все настолько мелочи. Пассажирская, целехонькая. Но видно, что красили. Я вижу, что реставрировали сиденья. Сиденья крашеные. Вот, прям вижу, что крашеные. Может, пробег, конечно, еще мотаный. Не исключено. Тут это любят очень сильно делать. Очень любят делать. Вот такая вот красавица. За 7 штук можно урвать. Идем дальше. Итак, ребят, для тех, кто любит понты, приехали и только вот по понтам давать. GL-ка, смотрите, 9-й год, 102 тысячи пробега. Сейчас, как услышите цену, охренеете. Поймете, насколько быстро и космически, очень быстро падает цена на европейские машины в Америке. По состоянию тачка прям идеал. Я вам честно скажу, я не вижу покрасов. Визуально не видно. То есть визуально не видно. Она в родном. Она не отколхожена, она в родном. Я сейчас, если еще посмотрю, я не удивлюсь, если у нее там, например, один хозяин. У тачки был один всего лишь хозяин. Прикиньте. 100 тысяч пробега с 2009 года. Ну, насколько здесь ухоженная машина? Вполне себе ухоженная. Вот только вот кнопочки вот эти, по-моему, туда внутрь залетели. А так в целом все окей. Ты такой садишься. То есть, то, что с этой машиной есть какие-то большие проблемы, это минимум. Да, там экранчик уже подплыл, но потому что это Mercedes, и это как бы 2009 год. Ну, дребезжит, подушечки уже бы подменять, но это все. Смотри, работает, отклик вообще. Навигация работает, все работает, прикиньте. Пушка. А что это? А, это магнитола, короче, что-то меняли. Может быть, этот мафон не родной? Не, мафон родной. Да, вроде родной. Да, родной. Короче, ребят, барабанная дробь. 5000 баксов. 5000 баксов, у тебя 7-местный автомобиль, и перед этим мы смотрели BMW X7, там Cadillac, Escalade. Зачем? 5000 баксов, у тебя немец, Mercedes. Прикиньте, за пятак. Да ну ты чё? Это прям
ракета. Вот это да. Вот это хорошая цена. Вот такую взять и хорошо можно перепродать. Друзья, еще один интересный вариант Cadillac XTS. Такой Cadillac у нас есть в аренде, и эта машина уже пройдена временем. И я могу сказать честно и точно, что это надежный автомобиль, который вас не подведет. Он напичкан электроникой, это Cadillac, это люксовая машина. И эту машину можно купить всего лишь там в районе, скажем, 7, 6,5, 7 тысяч. Это у нас не платинум. У меня стоит платинум. Здесь все идет жидкокристаллический экран, полноцветная проекция. И все это вы получаете 2013 год. 2013 год в районе 6 тысяч, 7 ты можешь купить вот такой вот кадик. Здесь 3.6. Атмосферный мотор, надежный, сзади могут быть шторки, там шторки, по бокам, там сабвуфер, то есть все в коже, кожа мягонькая, обдув, подогрев, я не знаю, что еще можно добавить, то есть тачка на люксе, и у вас в принципе полный фарш за небольшие бабки, потому что машина выпускалась с 2013 года по 2019 год, то есть она прилично выпускалась, вот такую тачку можно приобрести и гонять. Ребята, а здесь у нас просто какой-то динозавр. Это электронный Ford Focus. Я такого не видел ни одного раза на аукционе. 15-й год. Ford Focus. Электронный. Посмотрите, здесь еще какую-то приблуду притабарабанили. Я такого ни разу не видел. То есть вот реально он завелся. Все. В чем прикол? Непонятно, блин, да что ж такое, а? 19 миль, 19 тысяч миль на машине 2015 года. Дай бог здоровечка тем ребятам, которые скручивали здесь пробег. Вообще как бы отморозки. Значит, у нас получается 22 мили, пол батареи хватает. То есть вы представляете себе электронный Ford, какой у нас продвинутый. Батареи, как у Лифа, и то, наверное, меньше. То есть у него батареи на 40 миль. Это вообще, в принципе, для американского рынка не подходит со слова совсем. Это как? Где-то здесь у нас открывашка была. Вот она. На! Фу! Прикиньте. Тупо электронный Ford Focus. Это вообще дичайшая находка в моей истории с машинами, которая едет 40 миль. 40 миль. Сейчас 22. То есть половина там. Вот это дичь. Вот это даже не знаю. Что это может быть? Катапульта какая-то. Вообще без понятия. Ну, короче, ребят, вы поняли, да? Вот эту вот машину можно купить в районе 5000 и не заправлять бензином. Для тех, кто любит экономить, ребят, Ford Focus 2015 года можно взять за пятак, и вы будете 50 миль на электричестве, но зато без затрат. Друзья, ну а я с вами буду прощаться. Такой вот был сегодня у нас выпуск. Такие вот интересные машинки. Немножко показал дешевых тачек, которые можно приобрести там до 5, 6, 7 тысяч. Вот, поэтому как-то так. А те, кто хотят барыжить, перепродавать машинами, пожалуйста, пишите в личку, добавляйтесь в группу в нашей в Телеграме. Все скину, расскажу, покажу, что сколько стоит и как работает. Так что, а я с вами буду прощаться. До скорых встреч. Всем пока и увидимся в новом видосе.